вопрос, объясняющий в учении Георгия Гурджиева, это классический пример того, как он любил переворачивать привычные надежды людей. Его ответ был коротким и довольно суровым. Нет, человек не бессмертен по праву рождения, но он может им стать. Гурджиев считал идею о том, что у каждого человека автоматически есть бессмертная душа, величайшим заблуждением. С точки зрения Гурджиева, вера в бесплатное бессмертие вредна, так как она убаюкивает человека и мешает ему предпринимать усилия для реальной трансформации здесь и сейчас. Давайте посмотрим, как Гурджиев подходил к данному вопросу. Итак, вы спрашиваете, бессмертен человек или нет? Я отвечу и да, и нет. У этого вопроса много разных сторон. Прежде всего, что значит слово «бессмертный»? Говорите ли вы об абсолютном бессмертии или допускаете различные его степени? Если, например, после смерти тела остается нечто, живущее некоторое время и сохраняющее сознание, можно назвать этот элемент бессмертным или нет? Или подойдем к вопросу иначе. Сколь долгий период подобного существования необходим для того, чтобы назвать его бессмертием? Включает ли данный вопрос возможность разного бессмертия для разных людей? И есть еще много иных вопросов. Я говорю об этом только для того, чтобы показать вам, как все неясное и как легко приводят человека к иллюзии такие слова, как бессмертие. На самом же деле нет ничего бессмертного, смертен даже Бог. Но существует огромная разница между человеком и Богом, и, разумеется, Бог смертен иначе, не так, как человек. Было бы гораздо лучше, если бы вместо слова «бессмертие» мы использовали другую форму, заменили бы его выражением «последнее существование». У человека имеется возможность последнего существования, но возможность — это одно, а осуществление возможности — нечто совсем другое. Давайте теперь посмотрим, от чего зависит эта возможность, что означает ее осуществление. Далее Гурджиев кратко повторил все, что было сказано раньше об устройстве человека и мира. Он нарисовал диаграмму луча творения и 4 тел человека. Но по отношению к телам человека он ввел одну деталь, которой раньше не было. Он снова употребил восточное сравнение человека с повозкой, лошадью, возницей и господином, и нарисовал диаграмму с добавлением, которое прежде отсутствовало. «Человек — это сложное устройство», — сказал он, состоящее из 4 частей, которые могут быть прочно связаны друг с другом, могут быть связаны плохо, а могут и вообще оказаться не связаны. Повозка связана с лошадью при помощи оглобель, лошадь с возницей — вожжами, а возница с господином — посредством голоса последнего. Но возница должен слышать голос господина и понимать его. Он должен уметь править лошадью, а лошадь должна быть обучена повиновению вожжам. Что же касается отношений между лошадью и повозкой, то лошадь нужно запрячь правильно. Итак, есть 3 вида связей между 4 частями этого сложного устройства. Работая над собой, человек одновременно работает над телами и над связями, но работа эта различна. Работа над собой должна начинаться с возницы. Возница — это ум. Для того, чтобы слышать голос господина, возница прежде всего не должен спать, то есть ему необходимо пробудиться. Затем может оказаться, что господин говорит на таком языке, которого возница не понимает. Возница должен научиться этому языку, научившись, он поймет господина. Но вместе с тем он должен учиться управлять лошадью, запрягать ее в повозку, кормить и чистить, содержать повозку в порядке. Ибо какая польза в его понимании, если он ничего не умеет делать? Господин велит ему куда-то выезжать, а он не может двинуться с места, так как лошадь не накормлена и не запряжена. Он не знает, куда запропастились вожжи. Лошадь — это наши эмоции, а повозка — тело. Ум должен научиться управлять эмоциями. Эмоции всегда увлекают тело за собой. Именно в таком порядке должна происходить работа самовоспитания. Но опять-таки заметьте, что работа над телами, то есть над возницей, лошадью и повозкой, это нечто одно, тогда как работа над связями, то есть над пониманием возницы, которая соединяет его с господином, над вожжами, которые соединяют его с упряжью лошади, над упряжью, которая связывает лошадь с повозкой, это совсем другое. Иногда случается, что тела вполне здоровы и находятся в порядке, но связи не действуют. Какая тогда польза от всего устройства? Так же, как и в случае неразвитых тел, устройство в целом неизбежно будет управляться снизу, то есть не волей господина, а волей случая. У человека с 2 телами второе тело активно по отношению к физическому. Это значит, что сознание астрального тела может иметь власть над физическим телом.
Гурджиев поставил плюс над астральным телом и минус над физическим, заключенным в скобки. Если у человека имеется три тела, тогда третье или ментальное тело активно по отношению к астральному и физическому. Это значит, что сознание ментального тела обладает полной властью над астральным и физическим телами. Гурджиев поставил плюс над ментальным телом и минусы над тремя другими, заключенными в скобки. Если у человека имеется четыре тела, тогда четвертое тело активно. Иначе говоря, сознание четвертого тела имеет полную власть над ментальным, астральным и физическим телами. Гурджиев поставил плюс над четвертым телом и минусы над тремя другими, заключенными в скобки. Как видите, существует 4 различных ситуации. В одном случае все функции находятся под контролем физического тела. Оно активно, все остальные пассивны. В другом случае второе тело имеет власть над физическим. В третьем случае ментальное тело управляет астральным и физическим. И в последнем случае четвертое тело властвует над тремя первыми. Раньше мы видели, что у человека, имеющего только физическое тело, возможно как раз такой порядок взаимоотношений между различными функциями. Физические функции могут контролировать чувства, мысль и сознание. Чувства могут контролировать физические функции и чувства. Мысль может контролировать физические функции и чувства, а сознание способно контролировать физические функции, чувства и мысль. У человека с 2 телами и 3 телами, равно как и у человека с 4 телами, самое активное тело живет дольше всех, то есть оно бессмертно по отношению к низшему телу.